Всем привет! Вы находитесь на канале о ставках на спорт, который называется Real Fraud Story. Вот здесь вот написано, я знаю, вы умеете читать. Подписывайтесь обязательно на мой телеграм-канал, который называется тоже Real Fraud Story, как ни странно. Там сейчас даю много лайв-ставок по самым популярным конторам с коэффициентами 1.8, 1.9 и проходимость, я думаю, всем очень сильно нравится. Поэтому, чтобы быть в курсе, делать ставки там совместные или просто быть в курсе, что происходит на моем канале, если вдруг его опять удалят, чтобы вы все могли найти, обязательно на него подписывайтесь, там буду держать вас в курсе всего. Ну, то есть, те, кто на него подписан, я думаю, так довольны. Сегодня у нас потрясающая тема, как и всегда, у нас все темы потрясающие. Сегодня у нас тема того, как Лига ставок просто делает невозможным пройти верификацию для меня. Ну, вернее, возможной, но полностью бессмысленной. История о том, как Лига ставок кидает меня на минусовом счете после выигрыша 2000 рублей. Звучит феерично, я согласен, это просто потрясающая история. Зарегался я в Лиге ставок года 3 назад, или 2, наверное. Поставил, наверное, 1002 рублей на то, что Илья Сорокин выиграет Визину трофи в НХЛ. Ну и все, и забыл благополучно про аккаунт. Тут, когда начал ставить всякие прогрузы и прочее, завел туда деньги, потому что мне сказали, что Лига ставок всегда платит. Супер надежная контора. Я такой, ладно. Сделал 3 ставки, все 3 были мимо, которые мне говорили в тот момент в Лиге ставок. И потом подгоняют, вообще говорят, это точно зайдет, 100% матч на настольный теннис. И я такой ставлю, максимальная ставка 500 рублей. У меня там на балансе 20 тысяч рублей, перед этим проиграно 30 тысяч, ну и Сорокин не взял Визину, то есть еще 2000. Я такой ставлю 500 рублей, ну пофиг, там точный счет был, поэтому коэффициент 5, 500 рублей, ну ставлю. Ставка заходит, после этого я не могу войти в аккаунт, заблокирован. Я пишу на почту, мне говорят, вернее пишу в чат, мне говорят, обратитесь на почту, я пишу на почту, мне говорят, что вам необходимо явиться в букмекерский пункт, бла-бла-бла. Я такой, я живу не в России, поэтому у меня нет такой возможности. Они мне пишут, в таком случае позвоните на горячую линию и составьте обращение, там, что зафиксировать обращение. И тут интересный момент. Их горячая линия — это полное говно в плане того, что там номер вот этот бесплатный, российский. Я на него не могу позвонить из-за границы со своего привязанного номера. Я пытаюсь позвонить, звонок не идет. Я пишу им, говорю, что делать? Мне на e-mail отвечают, что пишите в чат на сайте. Я пишу в чат на сайте, и там потрясающие ответы. Давайте их посмотрим. Согласно пункту правил 3.1.3, букмекерская компания имеет право в любой момент времени потребовать от клиента предоставления документов, удостоверяющих личность клиента для проведения идентификации, в том числе обновления сведений о клиенте и подтверждение регистрационных данных клиента или потребовать от клиента лично явиться в букмекерскую компанию. Ну вот это уже, блядь, залупа полная. То есть ты регаешься в ЦУПисе, который требует пройти проверку для того, чтобы повысить лимиты. И после этого тебя еще раз требуют, чтобы ты пришел в букмекерскую компанию. А нахуя тогда нужен ЦУПис? Зачем вообще вся эта вот шарага в России? Как это вообще работает? Это же, блядь, полное беззаконие дальше для проведения идентификации. Но на это время букмекерская компания вправе приостановить осуществление операций по приему интерактивных ставок или по осуществлению выплат в адрес клиента. Букмекерская компания ни при каких обстоятельствах не компенсирует клиенту расходы на проезд до пунктов приема ставок букмекерской компании, а также любые иные расходы клиента, возникшие из требований букмекерской компании. Ну, вы же понимаете, что они просто уёбки конченые. То есть я вот это вот читаю и такой думаю, ну так вы молодцы, конечно, мы должны проходить там проверку просто из-за того, что вам хочется. Я понимаю, что это норма, что это везде так, но как бы это везде так, но это же вообще не норма. То есть букмекерский бизнес — это просто какое-то, блядь, сборище бандитов и мошенников, которые
кидают всех, и люди, которые делают ставки, они вообще никак не защищены. Вообще никак. Вас могут наебывать просто по всем фронтам. Что угодно с вами делать, кидать вас на любые суммы, и вы вообще ничего не сможете с этим сделать. То есть, ладно, как они... Прикол-то в том, что ты даже в плюс-то не можешь выйти, тебя сразу все режут, там проверки назначают и прочее. Раньше хоть полегче было, сейчас вообще нереально. Дальше, смотрите, я говорю, что я готов предоставить, давайте почту, там, звоните в скайпе, и мы все сделаем. И они мне пишут. Я пишу, что я живу не в России, и больше и не собираюсь приезжать. Нужен другой вариант. Мне пишут, вы можете отправить нотариально заверенные копии документов заказным письмом на наш юридический адрес. Юрист есть в российском посольстве. То есть вы понимаете вообще этот бред, блядь? Я туда, сука, пополнил 50 тысяч рублей, там лежит 20 тысяч рублей, моих, сука, 20 тысяч рублей, и я должен идти к юристу в посольство, тратить там наверное, 10 рублей только вот на это, потом отправлять письмо за 10 тысяч рублей, ну, образно, я не знаю, сколько оно там стоит, 1003 рублей стоит экспресс-почта отсюда в Россию, чтобы получить, сука, свои деньги. Это, блядь, что вообще за бред? У меня нет цензурных слов, то есть, как это работает? Неужели никто не хочет обратить на это внимание? Ну, конечно, никто не хочет, там есть дела поважнее, как всегда, но это же просто полное безобразие, беззаконие. Как так можно? Как вы относитесь вообще к людям? То есть, и вот самое поразительное, что меня всегда поражает, сука, везде реклама этих контор ебучих. То есть ты включаешь телевизор, посмотреть какой-нибудь футбол, там сразу какая-нибудь контора, которая «сделай ставку». Ты ни дня без ставок, бла-бла-бла. Так вы, блядь, защитите людей, которые делают ставки. Вы это говно рекламируете, вы подсадили половину населения России на эту наркоманию, и люди, которые даже выигрывают, их 1%. Да даже если есть профессионалы, которые вас дрочат, эти конторы, так вы обязаны платить. Ну, вы проебываетесь, это ваши проблемы. То, что вы урезаете там аккаунты, кэфы и максимумы, но это же уже беззаконие. А вот то, что вот тут происходит, это вообще какой-то полный бред. То есть я должен потратить там деньги для того, чтобы забрать свои же деньги. И я знаю, что Лига Ставок людям, которые плюсовые, у которых плюсовой счет, делает возвраты все с коэффициентом 1 и выплачивает депозит. Но у меня минусовой аккаунт. И вот я готов хоть на что поспорить, что никто мне с коэффициентом 1 все не рассчитает и не вернет. Просто вот эти вот все истории, они меня настолько поражают. И все команды спортивные в России, все в этих наклейках, там, 1x ставка, там, пари, фонбет и прочее. И все это рекламируют. Это же все говно. То есть вот все эти спортсмены, как они, конечно, не виноваты, но все эти спортивные клубы, они все рекламируют эту помойку, вот любую из этих. Пожалуйста, не играйте в российских конторах, потому что это вообще уже на каждом шагу происходит. Тут невозможно. Вот у меня минусовые аккаунты во всех конторах, кроме 1x ставки в России и Мелбета, который еще был старый. И меня жестко, вы видите, кто наблюдает за моим каналом, меня Винлайн вот пару дней назад блочил на Вериф. Он, кстати, был простой. Когда я им сказал, что я живу не в России и не могу отправить им фотку фотку выписки по банковской карте с печатью, они согласились на то, что я могу просто распечатать и сфоткать и отправить. И все приняли и выплатили. И заняло это час, вообще все вопросы их, которые были, документы. И сумма там была, сколько там, 1700 рублей. А здесь, блядь, 2000 рублей, и то мои, я их слил там до этого, и они не хотят мне их отдавать. Лига Ставок, это просто помойка бездарная, я не знаю, что это такое. Никогда даже туда не суйтесь. Так просто еще Лига Ставок же, это же реально говно контора. То есть по факту там вообще нечего ставить, там ничего нет хорошего. Я думаю, что люди ставили только из-за того, что она была более-менее надежной. Ну, это просто там убогая линия, убогие коэффициенты, сам сайт убогий и полностью убогая контора. Поэтому держитесь от нее подальше. В России
ставить вообще негде. Если вы хотите ставить за границей, ну, за границей Pinnacle, но там слабый лайв. Из таких я уже рассказывал вам. Есть видео у меня предыдущее, в котором есть список букмекерских контор. Вот, смотрите, я вот так вот сделаю. Как там делать? Вот так. И он появится вот здесь, в этот момент. И вот посмотрите это видео, и обязательно там вы все узнаете, в каких конторах можно ставить хотя бы. Потому что вот с российскими конторами иметь дело, ну это полный трэш. Блочат аккаунт минусовой. Из-за 20 тысяч рублей. Вы просто понимаете масштабы этого пиздеца. Я вообще в шоке просто. Я, конечно, тут это такой, как злой, но вы не думайте, меня эти 20 тысяч рублей из колеи не выбьют никак. Ну просто, что вот это меня возмущение, вот эта безнаказанность и беспомощность, оно меня просто разрывает. Поэтому избегайте это говно. И обязательно подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь в телеге на Real Fraud Story, подписывайтесь здесь на ютубе обязательно на мой канал, ставьте колокольчик, ставьте лайки, пишите комменты. Мне это все нужно. И не забывайте заходить, опять же, в мою телегу. Спасибо за просмотр. Пишите ваш опыт игры в Лиге Ставок и в других конторах. Всем пока.